История британского океанского лайнера «Лузитания». Судно «Лузитания» был британским океанским лайнером. Проект «Лузитании» был разработан конструктором компании Cunard Line Леонардом Пёскеттом. В 1902 году Пёскетт построил большой макет разрабатываемых лайнеров, представлявший собой трехтрубный пароход. В 1904 году было принято решение установить дополнительные котлы для вывода выхлопов, из которых в проект добавили четвертую трубу. С 27 июля 1907 года начались ходовые испытания «Лузитании». Инженеры-судостроители и представители Cunard Line обнаружили, что высокая скорость вызывала сильную вибрацию в корпусе, поэтому пришлось произвести усиление элементов конструкции. После доработки судно было передано Cunard Line 26 августа того же года. Судно «Лузитания» отчалило от причала с Ливерпуля 7 сентября 1907 года под командованием коммодора Джеймса Уатта. Судно прибыло в Нью-Йорк 13 сентября. В то время она была крупнейшим океанским лайнером в мире и должна была таким остаться до ввода в эксплуатацию Мавритании в ноябре того же года. В течение своей 8-летней службы «Лузитания» совершила в общей сложности 201 рейс через Атлантику по линии Ливерпуль-Нью-Йорк. В октябре 1907 года «Лузитания» завоевала голубую ленту Атлантики, как судно самого быстрого пересечения Атлантики, отобрав ее у германского лайнера «Кайзер» Вильгельм Айей. С вводом в эксплуатацию Мавритании в ноябре 1907 года «Лузитания» и «Мавритания» неоднократно отбирали друг у друга голубую ленту Атлантики. «Лузитания» совершила свое самое быстрое путешествие на запад со средней скоростью в 25,85 узлов в период с 8 по 12 августа в 1909 году. В сентябре того же года она навсегда уступила голубую ленту Атлантики Мавритании, которая установила рекорд в 26,6 узлов. Этот рекорд был превзойден лишь в 1929 году. На момент своего появления в Северной Атлантике и «Лузитания», и «Мавритания» обладали одними из самых роскошных, просторных и комфортабельных интерьеров на плаву. Шотландский архитектор Джеймс Миллер был выбран дизайн «Лузитании» по интерьеру, в то время как Гарольд Пито был выбран для разработки «Мавритании». Миллер решил использовать штукатурку для создания интерьеров, тогда как Гарольд Пито широко использовал деревянные панели, в результате чего общее впечатление, произведенное «Лузитанией», было более ярким, чем «Мавритания». У «Лузитании» были артустановки для палубных пушек, но никаких орудий не было. И «Лузитания», и «Мавритания» были оснащены газотурбинными двигателями, которые позволяли им поддерживать рабочую скорость 25 узлов. Они были оборудованы лифтами, беспроводным телеграфом и электрическим освещением и обеспечивали на 50% больше пассажирского пространства, чем любое другое судно. Первоклассные палубы были известны своей роскошной мебелью. 10 января 1910 года «Лузитания» была в рейсе из Ливерпуля в Нью-Йорк, когда через 2 дня путешествия она столкнулась с волной-изгоями высотой 23 метра, 75 футов. Конструкция носовой части корабля позволяла ей преодолевать волны, а не кататься на них. Однако за это пришлось заплатить, поскольку волна накатила лук «Лузитании» и врезалась в мостик. В результате была повреждена палуба полубака. Разбиты окна мостика. Мост был сдвинут на пару дюймов назад, а палуба и мостик получили повреждения и была смещена на несколько дюймов. Никто не пострадал, и «Лузитания» продолжил свой путь в обычном режиме, хотя и прибыл в Нью-Йорк с опозданием на несколько часов с некоторыми потрясенными пассажирами. Когда «Лузитания» была построена, ее строительные и эксплуатационные расходы были субсидированы британским правительством с оговоркой, что она может быть преобразована в вооруженный торговый крейсер AMC в случае необходимости.
Секретный отсек был спроектирован для перевозки оружия и боеприпасов. Когда была объявлена война, она была реквизирована британским адмиралтейством в качестве вооруженного торгового крейсера и была внесена в официальный список АМС. Лузитания осталась в официальном списке АМС и была указана в качестве вспомогательного крейсера в выпуске 1914 года. Королевский флот блокировал Германию в начале Первой мировой войны. Осенью 1914 года Великобритания объявила Северное море зоной боевых действий и заминировала подходы. Весной 1915 года весь импорт продовольствия в Германию был объявлен контрабандой. Германия объявила в феврале 1915 года моря вокруг Соединенного Королевства зоной боевых действий. Корабли в этой зоне могли быть обысканы или атакованы. Британцы возражали, что угроза торпедировать все корабли без разбора была неправильной, независимо от того, объявлялось об этом заранее или нет. 17 апреля 1915 года Лузитания покинула Ливерпуль и отправилась в свой 201-й трансатлантический рейс, прибыв в Нью-Йорк 24 апреля того же года. Группа германо-американцев, надеющаяся избежать дискуссии о том, будет ли Лузитания атакована германскими подлодками, поделились своим беспокойством с представителями германского посольства в США. Германское посольство в США решило предупредить пассажиров перед их следующим рейсом, чтобы те не плыли на Лузитании. Посольство Германской империи напечатало предупреждение в 50 американских газетах, включая и нью-йоркские. 5 и 6 мая подводная лодка Ю-20 потопила 3 судна, и Королевский военно-морской флот разослал на все британские суда предупреждения: подлодки активны у южного берега Ирландии. Капитан Уильям Тернер 6 мая дважды получил это сообщение и принял все меры предосторожности. Были закрыты водонепроницаемые двери, задраены все иллюминаторы, удвоено количество наблюдателей, все шлюпки были расчехлены и вывалены за борт для ускорения эвакуации пассажиров в случае опасности. 7 мая 1915 года в 11 часов ровно Адмиралтейство передало другое сообщение, и Тернер скорректировал курс. Вероятно, он думал, что подлодки должны быть в открытом море и не подойдут со стороны берега, и Лузитания будет защищена близостью к суше. В 13 часов ровно один из матросов германской подводной лодки Ю-20 заметил впереди большое четырехтрубное судно. Он сообщил капитану Вальтеру Швигеру, что заметил большой четырехтрубный корабль, идущий на скорости около 18 узлов. К тому моменту Ю-20 истратила значительную часть топлива, на борту оставалось 2 торпеды, и командир имел решение отказаться от продвижения в сторону Ливерпуля. Швигер намеревался задержаться в северной части Кельтского моря и атаковать суда, направляющиеся в сторону Бристольского залива, а когда остается 3/5 запаса топлива, подводные лодки возвращаются на базу, обойдя Ирландию с восточной стороны. Но тут на Ю-20 заметили, что Лузитания медленно поворачивается правым бортом к лодке. Лузитания была приблизительно в 30 милях, 48 километров от ирландских берегов, когда она попала в туман и уменьшила скорость до 18 узлов. Она шла в порт Куинстоуна, ныне Коп, в Ирландии, до которого оставалось 43 мили, 70 километров пути. В 14 часов 10 минут вперед смотрящий заметил приближающуюся торпеду с правого борта. Через мгновение торпеда попала в правый борт под мостик Лузитании. Взрыв взметнул столб обломков стальной обшивки и воды вверх. Затем последовал второй, более мощный внутренний взрыв, из-за которого Лузитания начала сильно крениться на правый борт. Радист Лузитании безостановочно посылал сигнал бедствия. Капитан Тернер приказал покинуть судно. Вода затопила продольные отсеки правого борта, вызвав 15-градусный крен на правый борт.
Капитан попробовал развернуть Лузитанию к ирландскому берегу в надежде посадить его на мель. Но судно не слушалось руля, так как взрыв торпеды перебил паровые магистрали рулевого управления. Тем временем судно продолжало двигаться со скоростью 18 узлов, из-за чего вода быстрее поступала внутрь. Спустя около 6 минут бак Лузитании начал погружаться. Крен на правый борт сильно усложнял спуск спасательных шлюпок. Большое число спасательных лодок опрокинулось при погрузке или были опрокинуты движением корабля, когда они касались воды. Лузитания несла 48 спасательных шлюпок, более чем достаточно для всей команды и всех пассажиров, но только 6 шлюпок удалось благополучно спустить, все со стороны правого борта. Несколько раскладных спасательных шлюпок смыло с палубы, когда лайнер погружался в воду. Несмотря на принятые капитаном Тернером меры, лайнер не дошел до берега. К 14 часам 25 минутам капитан подводной лодки Швигер опустил перископ и ушел в море. Капитан Лузитании Тернер оставался на мостике до тех пор, пока его водой не смыло за борт. Будучи отличным пловцом, он продержался в воде 3 часа и в бессознательном состоянии подобран спасателями. От движения судна вода попадала в котельные. Некоторые котлы взорвались, включая те, которые были под 3-й трубой, из-за чего та рухнула, остальные же трубы обрушились чуть позже. Судно прошло около 2 миль, 3 километра, от места торпедной атаки до места гибели, оставляя след из обломков и людей за собою. В 14 часов 28 минут Лузитания опрокинулась килем вверх и затонула. Лайнер затонул за 18 минут в 8 милях, 13 километров от Кинсейла. Из 1962 пассажиров и членов экипажа на борту Лузитании во время затопления 1198 человек погибли. В течение нескольких часов после потопления акты героизма как среди выжившей приплыли ирландские спасатели, которые слышали сигналы бедствия из судна Лузитании, и спасли 764 пассажира, 3 из которых позже скончались от травм, полученных во время затопления. На следующее утро новости о катастрофе разлетелись по всему миру, в то время как большинство погибших в результате затопления были британцами или канадцами. В результате катастрофы погибло 128 американцев, включая писателя и издателя Элберта Хаббарда, театральный продюсер Чарльз Фроман, бизнесмен-мультимиллионер Альфред Гвин Вандербильт и президент Ньюпорт Ньюс Шипбилдинг Альберт Л. Хопкинс возмутили многих в Соединенных Штатах. Крушение вызвало международный резонанс, особенно в Великобритании и по всей Британской империи, а также в Соединенных Штатах, поскольку 128 из 139 граждан США, находившихся на борту корабля, погибли. 8 мая Бернхард Дернбург, официальный представитель Германии и бывший министр по делам колоний Германии, опубликовал заявление, в котором он сказал, что поскольку Лузитания перевозил военную контрабанду, а также потому, что он классифицировался как вспомогательный крейсер, Германия имела право уничтожить его независимо от пассажиров на борту. Дернбург потребовал предупреждений посольства Германии перед отплытием, а также нота от 18 февраля, в которой говорилось о существовании зон боевых действий, которые освобождали Германию от любой ответственности за гибель американских граждан на борту. Он сослался на боеприпасы и военное имущество, заявленные в манифесте Лузитании, и сказал, что такие суда могут быть захвачены и уничтожены в соответствии с Гаагскими правилами. Гранд-адмирал Альфред фон Тирпиц заявил, что печально, что многие американцы по безрассудности и вопреки предупреждениям нашего посла сели в этот вооруженный крейсер, тяжело нагруженный боеприпасами, и погибли, но Германия была внутри нее, права потопив корабль. Лузитания действительно официально числилась вспомогательным военным кораблем, ее груз включал примерно 4 миллиона 200 тысяч патронов, 1250 пустых гильз и 18 ящиков взрывчатки,
которые открыто указывались в качестве таковых в ее грузе – манифест. На следующий день после затопления The New York Times опубликовала полную информацию о военном грузе корабля. Помощник менеджера компании Cunard Line Герман Вентер отрицал обвинение в том, что она носила боеприпасы, но признал, что у нее были боеприпасы для стрелкового оружия, и что она носила такие боеприпасы в течение многих лет. В 27-страничном дополнительном манифесте, доставленном таможне США через 4-5 дней после отплытия Лузитании из Нью-Йорка, и в бумагах Bethlehem Steels говорится, что пустые гильзы на самом деле были 1248 ящиками с заполненными 3-дюймовыми гильзами, 4 снаряда в ящик общим весом 103 тысячи фунтов или 50 тонн. В решении Германии от 9 сентября 1915 года указывалось, что нападения разрешены только на корабли, которые определенно были британскими, в то время как нейтральные корабли должны рассматриваться в соответствии с правилами закона о призах, и никакие атаки на пассажирские лайнеры не должны быть разрешены вообще. Почти 2 года спустя, в январе 1917 года, правительство Германии объявило, что снова будет вести полную неограниченную подводную войну. Это вместе с телеграмм Циммермана подтолкнуло общественное мнение США к переломному моменту, и 6 апреля 1917 года Конгресс США последовал просьбе президента Вильсона объявить войну Германии. Обломки Лузитании были обнаружены 6 октября 1935 года в 18 километрах к югу от маяка в Кинсёйле. Он расположен по правому борту под углом примерно 30 градусов, на глубине примерно 93 метра. Затонувший корабль сильно обрушился на правый борт из-за силы, с которой оно ударилось о днище, в сочетании с силами зимних приливов и коррозией за десятилетия после затопления. Киль имел необычную кривизну, которая может быть связана с отсутствием прочности от потери его надстройки. После Первой мировой войны сменявшие друг друга британские правительства утверждали, что на борту Лузитании не было боеприпасов, и немцы не имели права рассматривать этот корабль как военный. В 1982 году глава МИД американское ведомство наконец признало, что хотя оружие не было отправлено, в затонувшем корабле находится большое количество боеприпасов, некоторые из которых очень опасны и представляют угрозу безопасности для спасательных команд. В 1982 году различные предметы были извлечены из места крушения и доставлены на берег в Соединенном Королевстве из груза Лузитании. Последовал сложный судебный процесс, в котором все стороны уладили свои разногласия, кроме спасателей и британского правительства, которое заявило о правах Адмиралтейства в отношении обнаруженных предметов. В конечном итоге судья постановил, что к затонувшему судне Лузитании корона не имеет прав и на затонувшие корабли за пределами британских территориальных вод, даже если найденные предметы впоследствии будут доставлены в Соединенное Королевство. По состоянию на 1998 год дело оставалось ведущим авторитетом в этом вопросе права на сегодняшний день. 11 января 2011 года в возрасте 95 лет умерла Одри Пирл, последняя выжившая пассажирка лайнера, которой на момент катастрофы было всего 3 месяца.